Добрый день, мои дорогие зрители и гости канала, с вами Таша Муляр, и вы на моем канале «Жизнь без дублей». Этот выпуск снимала несколько дней. Начало – это 22 марта. Проснулась бабочка, прекрасный солнечный день. И как раз, кстати, этим утром мы собирались ехать в Суздаль. Выпуск про это уже вышел на канале, вот на него ссылка. Если вы не видели, обязательно посмотрите эту прогулку. И в этот солнечный день я пошла в теплицу посмотреть, как поживают мои всходы. Редиски, рукколы, в общем, зелени, которую я раннюю зелень посадила 15 марта. Сейчас пойдем посмотрим. Погода изменилась потом за те дни, что я снимала, и в конце этого выпуска наступили морозы. Как же там редиска, как она будет зимовать? Для меня это первый эксперимент, и надеюсь, что я вдохновлю им вас на ранние и разные посадки. Давайте посмотрим, что из этого получается. Компотик, заходи. Давай, заходи. Сегодня 22 марта. Давайте проверим наши всходы. Компоша, брысь с моей редиски. Откроем пленку. У меня тут, видите, спанбонд в 4 слоя. И пленка. Давайте посмотрим. Вот, редиска всходит. Ура! Несмотря на то, что ночью у нас заморозки, вот смотрите, появились у нас тут бурные всходы. Это у нас редька вот начала всходить. Это у нас руккола активно всходит. Сейчас я все это открою, хочу полить. И потом сделаю наоборот. Сначала положу спанбонд, а сверху положу пленку. И у меня, видите, вот тут высокий бортик, поэтому я пока дуги ставить не буду. Просто положу вот так вот эти палки на бортик, а сверху накину спанбонд. Потому что высоты растения еще, мало. Маленькая высота, да. И, на мой взгляд, дуги еще рано ставить, количество воздуха, которое будет вот здесь просто между бортиком и палкой, будет нагреваться быстрее. А так, вот смотрите, первые всходы у меня. Я считаю, что это просто супер результат для такого времени года и для моего, в общем-то, первого опыта такой ранней посадки. В общем, вот такая вот получилась у меня всхожесть ранняя, да, посеяла я 15 марта, и вот 22 марта у меня все взошло. Сейчас на весь день оставлю вот так неукрытым, пусть земля прогревается. Я полила еще это теплой водичкой, ведро сюда вылила аккуратненько из ковшика. И потом на ночь вот закрою, как я сказала, положу палки, сверху положу спанбонд, а сверху положу пленку. И утром, когда будет солнце, буду открывать. Потому что на солнце в теплице сейчас жара жуткая. Вот смотрите, градусник, видите? Вот под 40 градусов. И реально я сейчас здесь в кофте стою, мне так жарко. И хочу вот в эту грядку посажу лук на стрелку и, может быть, не знаю, раннюю морковь, что ли, может быть, посеять. Вот. В общем, очень я рада. Спасибо вам за подсказки, за советы. В общем, будем считать, что эксперимент удался. Теперь главное, чтобы эти росточки не замерзли. То есть на улице сейчас вот такой вот снег, а у нас зеленые всходы. Это просто, для меня, во всяком случае, удивительное рядом. Компоша, ты тоже удивляешься, да? Да. Пойдем домой, котик. Давай еще раз полюбуемся на нашу красоту зеленую в марте месяце. Пошли, Компот, пойдем домой, пойдем. Беги вперед. Беги. Давай. Да, вот, кстати, меня спрашивали, как поживают георгины, которые в кессоне. Пока не знаю. Вот кессон, на нем сидит Компот, мы его еще не открывали. Я тут посоветовалась, и мне, в общем, сказали, что рано их еще вытаскивать, когда уже можно будет их в теплице оставлять. Я думаю, через недельку, наверное, я их вытащу. Вот, пока лежат, не знаю. Надеюсь, что они там перезимовали. Посмотрим, что будет. А снег потихонечку все-таки тает.
Как себя чувствует лимон? Вот хочу вам показать. Во-первых, он весь цветет. Некоторые цветы уже отцвели. И вот вы видите, это завязываются лимончики. Вот они такие малыши тут еще пока. Я его не опыляю, хотя некоторые мне писали, что нужно его опылять кисточкой. Я поинтересовалась в магазине, где я купила. Сказали, что опылять ничего не нужно. Вот еще тут, видите, один лимончик. Что он сам себя опыляет, не требует обслуживания. Новые ветки, которые у меня выросли. Напоминаю, что мы купили его 5 марта. Ну вот, практически за 3 недели выросли вот такие вот здоровые, длинные новые ветки. Некоторые я уже прищипнула. И сейчас буду прищипывать вот эти. Значит, когда ветка отрастает сантиметров на 20, вот может быть кому-нибудь это пригодится, у кого есть лимон или цитрусовые. Вот сантиметров на 20 ветка отрастает, у нее надо прищипнуть точку роста. Вот здесь, видите, я уже прищипнула. Вот у этой сейчас мы тоже прищипываем. У этой, вот видите, вот прищипываем точку роста. И далее, когда ветка станет более мощной, одревеснеет, нужно будет ее отщипнуть и как вот здесь вот оставить от 3 до 5 листьев, там в зависимости от того, какую вы хотите получить высоту. Для чего это все делается? Ой, вот это вот, кстати, отщипнула, теперь такой аромат, надо это в чай попробовать положить. Для чего это делается? Для того, чтобы лимон в пазухах листьев дал новые бутоны и новые ветки. Как мы видим, вот здесь, видите, происходит. Вот ветка прищипнута была, и у нее идут сразу из всех пазух новые ветки. И таким образом формируется крона и активируется цветение. Так что это мой сегодняшний ответ на вопрос, как поживает лимон. Пока вроде все нормально. Сегодня 24 марта. Я приобрела клубни бегонии Pink Balcony. Вот у меня такие 4 маленьких клубенька. Я их уже замочила в растворе фитоспорина. Они у меня полежали там буквально 15 минут. Пока они вот такие вот еще все опутанные маленькими корешками, и нету у них даже никаких ни почек, ничего. Как определить, где верх, где низ? Вот клубенек, он похож на плошечку. Если присмотреться, то у него нижняя часть как бы вот таким вот корыцем, ну вот он по сути похож на ладошку, да, вот на ладошку похож. Нижняя часть корыцем у него, а сверху есть вот такое небольшое, как углубление. Это углубление является верхней частью клубенька. И вот если мы посмотрим, все клубеньки по такому принципу, видите, они снизу как полукруглые, а сверху более плоские и с небольшим углублением. Вот этой верхней частью, то есть корыцем вниз и плоской частью с углублением вверх, знаете, можно сейчас сказать, на мисочки они похожи, на маленькие. Я их кладу вот в контейнер. Ну, это у меня из-под шампиньонов оставался контейнер. Я сюда положила мокрое полотенце. Ну, то есть оно влажное, ну, такое прилично влажное, но вода из него, конечно, не течет. И помещаю их, просто вот кладу сверху, поверх этого влажного полотенчика. И ставлю их на солнышко. И теперь будем наблюдать, когда появятся первые всходы. Сегодня 27 марта. На улице -6, выпал снег. И все то, что на днях растаяло, сейчас у нас занесло снегом. Ну, насколько я знаю, сейчас по всему Подмосковью эти дни такая метель, очень сильный ветер. И, в общем, такая обстановка у всех. Вот. Но у нас вообще вчера была еще весна, так скажем. Здесь все у нас растаяло. Ну, половина газона растаяла. Вот. А сегодня мы вышли на улицу, а здесь прямо царит вокруг зима. И бегают животные.
У меня взошла редиска. Сегодня уже около недели, как она взошла. И так похолодало. Вот хочу пойти посмотреть вообще, как она там себя чувствует. И, может быть, поскольку ночью обещают минус 10, поставить ей обогреватель хотим в теплицу. Вот, поставим туда ветерок. Вот у нас тут розетка. Отсюда сейчас сделаем удлинитель туда, вот в эту дверь. И поставим ветерок. Ну а пока пойдем с вами посмотрим, есть там вообще чему ставить-то этот ветерок или нет. Как она вообще себя чувствует. Вот Валера с ветерком как раз идет. Я не хотела подогревать теплицу. Прям весь нас даже замерз, уже не проваливаешься. Не хотела подогревать теплицу. Ну, как бы считаю, что это лишние затраты. Ну, конечно, морозы минус 9 может не пережить ничего у меня. Сейчас посмотрим, какая температура вообще тут сейчас в теплице. Вот у меня лежит градусник. Он, видите, почти у земли лежит специально. Ну да, сейчас здесь что-то фокус не наводится. Вот. Минус 2. Это, конечно, уже холодно. Вот здесь у нас, Валер, лук аккуратно. Вот под этой тряпочкой. Лук. Вот так вот он вот здесь, вот видишь. Вот. Ну, давайте приподнимем. Смотрите, на пленке конденсат. Вот. Ну, редиска еще пока жива. Вон, смотрите. Дружные всходы. Даже не хочется больше ее открывать. Но будем надеяться, что... Компот, ты куда полез в редиску? Ну-ка, брысь отсюда. Будем надеяться, что с обогревателем минус 9 это как-нибудь переживет. Ага. Компот — любопытный кот. В общем, у нас сегодня спасение теплицы. Да, сейчас включим. Ну, я надеюсь, что хотя бы до нуля нагреется. Видите, в минус 2 еще ничего держится. О, отлично, там все, замок вошло. Сейчас Валер там подключит. И будем греть нашу редиску. Ну все, ветерок включили. Вот я его на максимум поставлю так, чтобы он прям на грядку дул. У меня тут, видите, вот кроме редиски вот зашла еще горчица. Лежат у меня тут палки, видите. И за счет высоты грядки вот ничего туда не проваливается. Вот это тоже взошла у меня редька. Шпинат вот тоже начал всходить. Вот он, такие появились галочки шпината. Градусник я положу сюда в грядку. И сейчас у нас здесь минус 2. Попозже зайдем, посмотрим, как будет нагреваться. Потому что у нас сейчас минус 7 и минус 9 почти всю неделю. У меня здесь вот 4 слоя спанбонда. Вот. И еще сверху вот такая пупырчатая пленка лежит. Ну, в общем, смотрим, как удастся в таких условиях вырастить редиску. Эксперимент. Ну, мне кажется, что все должно быть нормально. Здесь вот я посадила несколько луковиц на перо. Вот они у меня тоже начали уже, видите, вот всходить. Он уже... Вот эти еще пока сидят. Он тоже появился. Ну, буквально штук 10 у меня их тут. Тоже я накрыла их спанбондом сверху.
старом. Это я там сняла с чего-то. И здесь у меня мускарики вон стали вылезать. Наверное, их тоже надо прикрыть. Да, еще вот здесь у меня те ирисы, которые я недавно купила в садовом магазине, которые ожили. Я их, в общем, тоже сюда перенесла. Вот они. Ну, пока ничего, тоже сидят. Зелененькие, нормально все. Вот, поэтому я думаю, что в результате укрытия все переживет морозы. В общем, будем в это верить. Что еще остается нам делать? Вот так. Ну что, зайдем еще через пару-тройку часов. Или, да, посмотрим, как там будет с температурой. И самое главное, утром будем наблюдать, что будет. Пишите про ваш опыт. Я знаю, что, во-первых, некоторые, глядя на меня, мне уже пишут у меня в Телеграме, да, на канале, в Телеграм-канале, что, глядя на меня, тоже пошли сажать в теплице. И мама моя тоже тут ездила к себе на дачу и говорит, в общем, говорит, глядя на меня, тоже посеяла редиску, мама моя. Редиску, укроп, петрушку. И несколько подписчиц мне написали, что тоже посеяли. Вот. Но, учитывая, что у вас еще ничего не взошло, вам, конечно, эти морозы вообще не страшны. А поскольку у меня уже взошло, то, конечно, эти зелененькие всходы могут замерзнуть. Но будем надеяться, что с обогревателем должно быть все нормально. Пока я с вами разговариваю, вон там примчался сахарок и бегает. Валера его на поводок поймал. Сейчас пойдет с ним гулять. Вот они пошли. Все, вы пошли? А вы далеко пойдете? У нас здесь? Тогда я с вами. У меня продолжает болеть зуб, поэтому я далеко гулять не хожу. Вот, у меня там был воспалительный процесс под коронкой, и мы его еще только купируем, короче, антибиотиками и пролечили меня, поэтому далеко пока гулять не хожу. Ну ладно, пусть у нас там нагревается, через некоторое время придем посмотрим, какая температура именно под укрытием у редиски. Вот и Компот из леса примчался. Компот, ты с нами пойдешь гулять? Пошли. Пойдем? У нас кто-то сломал калитку в Нарнии. Непонятно, то ли открыть ее хотели, то ли закрыть. Ну, короче, она сломалась. Но мы уже говорим о том, что мы, наверное, будем снимать вообще этот забор и эту калитку. Все равно, потому что хотим, чтобы вот эту кучу можно было трактором продвигать в лес. И таким образом, чтобы у нас улицу чистить зимой. Потому что так, конечно, не очень удобно. Видите, Компот, он уже бежал по своим компашачьим делам. Нет преград для Компотика. Тусовый кот пойдет с нами. Представляете, он с нами вот так вот гуляет вместе. Причем он слушается лучше, чем Сахарок. Он такой, этот тусовый кот. Так и идет за нами, представляете? Еще валяется периодически. Мы его сегодня обработали от клещей. Уже пора, наверное. Ну, потому что уходит сейчас уже вообще на всю ночь. Уходит. И нет его, и нет, и нет. Зато пока не стали обрабатывать, потому что мы его не выпускаем в лес сейчас. Ну, как бы
негде ему клещей взять. Тем более, учитывая, что опять морозы начались. Наверное... О, бегут. Вот, смотрите, что делает. Видите? Как будто это ему коврик, а не дорога. Прошла пара часов. Вот я пришла в тепличку. Видите, у нас горит фонарь на улице. Сейчас 9 вечера. Даже не пара, побольше часов прошло. Так, обогреватель работает. Ну, давайте посмотрим, что у нас там на градуснике. Где он там? Вот он. Ой. Так. О, смотрите, уже стало плюс 5. Видите? Так что, ну, я считаю, что это положительный эксперимент. Все должно быть нормально. Минус 9 переживем. В общем, смотрите, лежит снег, а у нас растет редиска. Вот такие вот дела. Ну, на этом я хочу с вами на сегодня попрощаться. До новых включений с полярной экспедицией «Вперед за редиской» это называется. Все, с вами была Таша Муляр. Пока-пока. До новых встреч на канале и прекрасных нам всем урожаев, несмотря на снегопады. Звучит очень смешно. Или оптимистично. Или экспериментально. Пока-пока. Компош, пойдемте домой. Пошли. Пойдем домой. Компоте. Пошли. Пойдем. Пойдем, хватит мерзнуть. Зимний кот. Сату, пошли домой. Пошли. Спасибо за просмотр. Приглашаю вас посмотреть и другие интересные выпуски на канале. Переделка старых советских стульев во что-то новое, современное, вписывающееся в наш интерьер своими руками. Пасхальный курич по старинному монастырскому рецепту. И наша поездка в Суздаль выходного дня. До новых встреч!